По формальным признакам Dreamy L10s Pro это Dreamy L10s Ultra, только без станции самоочистки. Проверяем. Фронтальный датчик есть. Круглые салфетки есть. Резиновый валик есть. Похожее название есть. Даже сила всасывания одинаковая. Казалось бы, все просто. Не готовы тратить 80 тысяч на L10s Ultra? Берем доступный L10 Pro, получим салфетки вручную, пока-пока и до новых обзоров. Но дьявол кроется в деталях. У Dreamy L10s Pro есть как минимум 4 подвоха, которые нужно учитывать при выборе и о которых я расскажу прямо сейчас. Ставь лайк, чашечку кофе и начинаем с комплектации. В коробке удалось найти пылесос с глянцевой крышкой. Выглядит красиво, но это ненадолго. Док-станцию с резиновыми ножками. Шнур питания с ремешком. Трехлучевую щетку с мягкими концами. Держатели с закрепленными мопами. Быструю и медленную инструкцию на русском языке. Гарантийное обязательство. В комплекте только те аксессуары, без которых пылесос не сможет работать, а за расходниками добро пожаловать на маркетплейсы. При этом ценник далеко не гуманный. Хотите взять Dreamy L10s Pro до 30 тысяч? Заходите в телеграм-канал Best Robot. Эта модель часто появляется в подборках с лучшими ценами. Визуально робот мало чем отличается от предшественника без буквы S. Та же глянцевая панель, на которой видна каждая пылинка. Хорошо, что эта панель серая, а не черная. Фронтальный датчик в бампере, командирская башенка и 3 кнопки перед ней. Чтобы робот выглядел посвежее, сделали косметические обновления. Скошенная кромка бампера с надписью Rotary Mob сразу добавляет 2 очка солидности. Изменили оформление линейных лазеров и бокового датчика. В решетке на корме теперь не круглые дырочки, а продолговатые прорези. Но при тесном знакомстве можно заметить и более существенные изменения. Вместо привычной откидной крышки у L10s Pro лицевая панель на магнитах. Под ней в смежных отсеках размещаются контейнеры. Пылесборник сиамишной формы. Чтобы вытряхнуть мусор, нужно отжать фиксатор и открыть заднюю стенку. В опускном отверстии клапан, чтобы грязь не вываливалась в воздуховод. Фильтрация двойная через сетку и HEPA-фильтр. Его можно мыть под краном, только хорошенько высушить. Бак для воды плоский среднего объема. Горловина стандартного размера. Можно набирать под краном, но лучше использовать очищенную воду, иначе трубки и форсунки быстро забьются отложениями. В углублении рядом с лидаром находится сервисная птичка. Но основные изменения внизу. Вместо трубощетки L10s Pro вооружен резиновым валиком. Он не наматывает волосы и хорошо очищает поверхность ковра. Оба торца снимаются для удобства обслуживания. Рамка со шторками концентрирует воздушный поток. Рабочий блок ходит вверх-вниз, подстраиваясь под рельеф пола. Вместо статичной швабры 2 мопика с коротким ворсом. Салфетки держатся на липучках, а держатели на магнитных креплениях. Датчиков поверхности теперь 4, раньше было 6. Помешает ли это маневрированию, пока непонятно. Зато появился датчик обнаружения ковра, чтобы робот знал, когда поднимать салфетки. В целом, к дизайну претензий нет, сделано качественно и добротно. Для управления понадобится приложение Dreamy Home. Подключение стандартное, через российский регион. Установка заняла 2 минуты. Скорее всего, с приложением Mi Home пылесос тоже работает, но я сразу ставил Dreamy. Если вы являетесь счастливым обладателем этого пылесоса и у вас он работает с Mi Home, напишите об этом в комментариях. После построения карты открывается весь набор функций. Они такие же, как у большинства пылесосов с LDS-навигацией. Особого внимания заслуживает разве что настройка режима уборки, силы всасывания, интенсивности смачивания и количество проходов отдельно для каждой комнаты. Из коврика в коридоре вытянуть душу, в спальне легко протереть, в сортире мочить и так далее. И настройка поведения с коврами. Робот может объезжать их или поднимать салфетки. Режима влажной уборки, как у старших моделей серии, не завезли. И это подвох номер 1, потому что качество протирки пола из-за этого снизилось. Ковры на карте не отображаются, несмотря на наличие соответствующего датчика, хотя для данной ценовой категории это норма. К примеру, у Roborock Q8 Max за 40 с лишним тысяч эта функция есть, а у Roborock Q5 Pro, который стоит как Dreamy L10s Pro, такой функции нет. Кстати, сравнение этих двух пылесосов выложил в телеграм-канале, можете посмотреть по ссылке внизу. Еще к минусам я бы отнес неотключаемый фронтальный датчик. В моем случае отключать его не понадобилось. Он нормально реагировал на ковры и пороги. Но неадекватность поведения в другом помещении исключать нельзя, потому что система обнаружения предметов у этой модели работает нестабильно.
Белый горшок, кроссовку, носки, сетевой фильтр с проводом, скрученным в моток, робот объехал с минимальным касанием. Черный горшок и, что более опасно, большой сюрприз, пылесос задевал и толкал при маневрировании. Даже если дома вас дожидается Сен-Бернар весом больше 100 килограмм, запускать робота удаленно не стоит, могут быть эксцессы. Не говоря уже о том, если в доме коварный кот. Мелкие сюрпризы, а заодно зарядки от телефона и весы L10s Pro попросту игнорируют. И это подвох номер 2. Активная камера Dreame L10s Ultra работает куда эффективнее. При нормальном освещении результаты L10s Pro весьма посредственные. Но парадокс заключается в том, что глубокой ночью пылесос ориентируется лучше. Ни подсветки, ни камеры структурированного света у Dreame L10 Pro нет. Однако в темноте он успешно обходит все предметы, кроме весов. Даже мелкий сюрприз объехал. С чем это связано? Не понял. Ну, очень интересно. Зато навигация на местности образцовая. Сначала тестируемый проходит вдоль стен, аккуратно объезжает шторы, едет строго вдоль плинтуса, отмеряя расстояние боковым датчиком. Затем нарезает основное пространство зигзагами. Сушилку замечает и предусмотрительно обходит ее трубчатое основание. Даже роботы с камерой часто попадаются в эту ловушку. Но L10s Pro справился. С черным ковром проблем не возникло, датчики поверхности работают корректно. Коробку и ножки стола пылесос обмел с деликатным касанием. Проходимость порогов хорошая, 15 и 20 мм берет с наскока. Причем с установленными мопами. Даже на фоне роботов с фронтальной камерой Dreame L10s Pro выглядит вполне конкурентоспособно. Не говоря уже о роботах с гироскопом. К примеру, от Weller 70 не обметает препятствия, таранит сушилку, даже карту не строит. Зато вы можете получить его совершенно бесплатно. Раз в месяц среди подписчиков телеграм-канала мы разыгрываем какую-нибудь вертикалку, робота или мойщика окон. Для участия в розыгрыше нужно подписаться и нажать кнопку «Участвовать». Подборки и детальное сравнение, горячие цены и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Стандартной батареи в 5200 мАч хватает на 92 минуты в максимальном режиме. За это время пылесос убрал 104 квадрата. Когда заряд упал до 15%, робот отправился на базу, добрал до 80 и продолжил уборку с места прерывания. Катаясь по дому, L10s Pro забил контейнер под завязку. Такое впечатление, что в доме живет не кот, а какой-то, я не знаю, африканский лев. В процессе уборки аудиального дискомфорта пылесос не доставляет, особенно в тихом режиме. Всего 56 дБ. На максималках 71 дБ. По номиналу сила всасывания такая же, как у Dreame L10s Ultra – 5300 паскалей. Но результаты на стенде различаются. Ультра всплошную зачистил 2-миллиметровую щель, местами вытягивал 4-миллиметровую, точечно 6-миллиметровую. L10s Pro вытянул короткую полоску 2 мм, 4 мм пропустил и еще одну полоску 6 мм. В остальных щелях до дна не достал. Как ни крути, по силе всасывания он все-таки уступает старшему товарищу, и это подвох номер 3. Хотя на результатах уборки разница в мощности не отражается. С первого прохода L10s Pro собрал большую часть мусора на ламинате, со второго подобрал разбросанные семечки и хлопья. Отдельные соринки на стенде все-таки остались, но на итоговый результат они не повлияли. 98% мусора попало в контейнер. Торцевая щетка отработала четко. Вдоль стен я насчитал только 5 соринок. В углу выметает на стандартную глубину, нетронутыми остаются 2 сантиметра. Силы всасывания вполне хватает, чтобы затягивать песок. Там, где прошел валик, чисто. Но у плинтусов результаты оставляют желать лучшего. К примеру, в правом дальнем углу пылесос оставил пляжную полосу шириной 2 сантиметра. Похожая ситуация с ковролином. Середину стенда подопытный зачистил безупречно. Не оставил ни единой крошки. При этом вдоль стен целые дорожки мусора. Для экстремальных загрязнений торцевушка слишком мягкая. Еще и датчик сбоил на правой стороне стенда. Поверхность мохнатого ковра очистил качественно, хотя и не смог достать соринки, застрявшие в глубине. Периферийные зоны замусорены. Там не доработала боковая щетка. В целом, качество уборки не уступает премиальным пылесосам компании. Качественная очистка твердых покрытий, поверхностная очистка ковров. Валик по итогу тестов практически чистый, волосы намотались только у торцов. Но самое интересное – качество влажной уборки. Сможет ли L10s Pro конкурировать со старшими моделями серии? Когда пылесос нарезает красивые зигзаги по квартире, кажется, что может, но тесты говорят об обратном.
Интенсивность смачивания не самая высокая. Большинство аналогов успевает смочить салфетки в течение первого прохода по стенду, но L10S Pro 2 прохода откатал впустую и только на третьем-четвертом начал размазывать пятна кофе. Нормально отмыть середину стенда удалось только за 6 проходов. Чтобы улучшить результат вдоль стен, я запустил уборку еще раз, но обхода кромок у этой модели нет, из-за чего в пределах 10 см пятна все равно остались. Это подвох номер 4. Тест с пятнами сока пылесос начинал с предварительно смоченными салфетками, поэтому справился быстрее. За 2 прохода отмыл середину стенда. Еще 2 прохода понадобилось, чтобы почистить хвосты и улучшить результаты по периметру. У правого борта пылесос схалтурил. Осталась широкая непромытая полоса. В остальном результат хороший. Салфетки окрасились неравномерно. Основной удар приняли на себя края, ближе к центру ворсинки светлые. Тест с комками земли тоже пройден успешно. С первого запуска L10S Pro размазал грязь и покрыл весь стенд красивыми узорами. Что неудивительно, учитывая состояние салфеток. Я постирал их в раковине и запустил повторную уборку. Стенд посветлел, но чтобы убрать загрязнение полностью, потребовалось еще 2 прохода с чистыми салфетками. Свежую грязь, даже если ее много, отмывает приемлемо. Чего не скажешь о засохшем кетчупе. Я запускал пылесос несколько раз, но никакого результата он не показал. Салфетки прижимаются к полу слишком слабо, гладят, но не оттирают пятна. Для таких загрязнений подопытный не подходит. Несмотря на сходную конструкцию, L10S Pro заметно уступает L10S Ultra по качеству влажной уборки. Это важно учитывать при выборе. Подведем итоги. Dreamy L10S Pro может похвастать фирменным качеством исполнения и надежной сборкой. Навигация на местности образцовая, один из редких пылесосов, которые обходят сушилку. По качеству сухой уборки не уступает старшему Dreamy L10S Ultra, основательно вычищает ламинат и поверхность ковра, хотя сила всасывания у L10S Pro все-таки немного ниже. Еще к факторам удешевления можно отнести упрощенную протирку пола без обхода кромок и обнаружение предметов линейными лазерами. При нормальном освещении робот часто пропускает предметы, зато ночью L10S Pro превращается в настоящего хищника. По системе оценки Best Robot Dreamy L10S Pro набрал 67 баллов и занял 6-е место среди пылесосов без станции самоочистки. L10S Pro подойдет для квартир с небольшими питомцами и средним уровнем загрязнения. Ограничений по площади нет, но нужно учитывать, что салфетки придется полоскать вручную после каждой комнаты. Обновленный all-time рейтинг выложу в Телеграме, поэтому рекомендую туда заглянуть. А пока и до новых обзоров!